Огромная немецкая овчарка внезапно начала спать прямо на снегу, полностью игнорируя свою теплую будку. Сначала это выглядело странно, но безобидно, до тех пор, пока хозяин не попытался подойти ближе. В этот момент поведение пса ясно дало понять, внутри будки скрывается нечто, к чему он никого не подпустит. Граф, крупный кобель немецкой овчарки, неожиданно стал спать на снегу рядом со своей будкой. Его хозяин Юрий сначала не придал этому значения, однако спустя несколько часов наблюдений понял, происходит что-то необычное. Когда Юрий попытался приблизиться к будке, случилось странное. Граф зарычал на него. Это поразило хозяина. Он растил собаку с самого детства, и между ними всегда было полное доверие. Теперь же граф стал между ним и будкой, словно охраняя что-то внутри. Стоило Юрию сделать шаг в сторону, пес сразу успокаивался. Но как только хозяин приближался ко входу, раздавалось тихое предупреждающее рычание. Было очевидно, внутри будки находится нечто крайне важное для собаки. История началась еще летом. Юрий собственноручно построил для графа просторную и теплую будку с навесом, чтобы защитить его от зимних холодов. Когда выпал первый снег, пес быстро привык к новому жилищу и сделал его своим домом. Однако теперь, в самый разгар морозов, он по какой-то причине отказывался заходить внутрь и продолжал лежать снаружи на холоде. На следующий день все повторилось. Граф снова не подпускал хозяина к будке, при этом не проявляя агрессии. Скорее, будто просил не вмешиваться. Юрий был озадачен и решил выяснить причину. Он придумал план. Зная, что граф очень любит мясо, Юрий нарезал стейк на небольшие куски и позвал собаку в дом. Сначала пес колебался, оглядывался на будку, словно не хотел ее покидать, но в итоге доверился хозяину и пошел за ним. Как только собака отвлеклась на еду, Юрий тихо вышел из кухни и закрыл дверь. Граф почти сразу понял, что его перехитрили. Он начал скулить, царапать дверь, затем подбежал к окну и увидел, как хозяин направляется к будке. Юрию было тяжело, ему казалось, что он предает друга, но любопытство и тревога оказались сильнее. Он подошел к будке, опустился на колени и осторожно заглянул внутрь. Сначала он ничего не понял, в темноте мелькнуло какое-то движение, а затем он увидел енота. Но и это было не все. Рядом находились маленькие детеныши. 1, 2, всего 6 малышей. Тогда все стало ясно. Самка енота нашла укрытие в будке во время холодов и родила там. А граф просто уступил ей свое жилище. Более того, он охранял ее и детенышей даже от собственного хозяина. Юрий был потрясен. Его пес не просто проявил доброту, он пожертвовал своим комфортом ради жизни других существ. С этого момента Юрий решил помочь. Он оборудовал неподалеку безопасное и теплое место для енотов, чтобы мать могла спокойно вырастить потомство. Когда детеныши подросли, семья постепенно перебралась в новое укрытие. Граф вернулся в свою будку, но продолжал внимательно наблюдать за ними, словно все еще чувствовал ответственность. Эта история напоминает о том, насколько удивительными могут быть животные. Иногда в них гораздо больше доброты и благородства, чем мы ожидаем. А вам доводилось видеть, как животные помогают друг другу?